И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами пришли в город Порт-Маже. Посмотрим, какое задание даст нам губернатор, будет очень интересно. Вот. Ну и также мы получили нового спутника в нашу команду. Ее зовут Зоти. Давайте, кстати, посмотрим вообще, что она умеет. Заклинание первого уровня. Священная жатва. Критическое попадание. Упреждение. Противник становится жертвой жатвы во имя Кхауна. Если он в крови и при смерти, священная жатва наносит повышенный урон. Восстановление здоровья. Почему-то, правда, только в бою. И воспрещение. Осуждает врагов жреца, ошеломляя всех врагов в области действия. Святое сияние мы уже, по-моему, знаем. Мощность святого сияния жреца зависит от того, насколько его репутация соответствует поведению, предпочитаемому в его вере. Интересно, какое же поведение предпочитается в вере жреца? Связывающий блок. Дерзкий капитан. Надолго к нам? Кто это такой? Все знают, что в архипелаге полно странных тварей, но не настолько огромных. В фургоне видно лишь несколько коробок да разбросанную одежду. Это несправедливо. Я сюда на первом корабле приплыла. Почему каким-то островитянам платят столько же? Они покрепче тебя будут. И не ноют, пока ящики таскают. Это несправедливо. Принчипи совсем распоясалась. Где эти охотники на пиратов? Кстати, Принчипи, если помните, мы какие-то вещи нашли. Моряки, работник порта. Я даже сочувствую Савии, ни за какие деньги не соглашусь. Ты правда не пират? Я не соглашусь надеть доспехи стражника. Глаз Кракена. Всем, что ты видишь, владеет Валианская торговая компания. Аниманты молчат? Ага. Интересно, жалеют ли герцоги о своих инвестициях? Да, тут что-то прям все как-то печально. Шпилевая губка, речной тростник, миксина. Решительность +1. Свежая рыба. Давай на перегонки до кораллов. А смысл? Я выиграю. Ты так уверен? Только потому, что у тебя перепонки, а я не умею плавать? Странный ты. Так, а кто это? Торговцы ноют и рыдают. Они что, забыли, как охотиться? Факел. Моряк Аумауа. Эти бури — детские сказки по сравнению с теми, что бывают на моей родине. Не, мы ничего не будем красть. Большинство объявлений касаются торговых предложений, но среди них вы замечаете грубый портрет, похожий на губернатора. Кирка. Кирку столь же часто можно найти у путешественника, как и у шахтера. У этого скромного инструмента угрожающий острый наконечник. Алтерия какая-то стоит. Сейчас поговорим с ней. Ремонтные припасы. Моряцкая каша. Адо! Прошу прощения за беспорядок, господин. Еще не успели оправиться после бури. У нас всегда есть товар для тех, кто готов платить. Возможно, тебя интересует провиант. Давай посмотрим, что у тебя есть. Взгляни. Так. Я хотел продать что-то. Маленький щит один. Простую одежду. Кожаный доспех. Кожаный доспех, ладно, пускай пока будет. Пару средних щитов. Пистолеты все.
саблю. Так, кость носителя. Одна из костей, за которой отчаянно держалась душа. Теперь в ней лишь остатки того живого, что было. Не знаю, зачем она нужна, ладно, пускай будет пока. Кожистое крыло. Можно, может быть, продать, не знаю. Так, ну здесь можно закупить, что странная табличка. Это каменная таблетка, обернута дорогой кожей, на ней вырезаны изящные вертикальные письмена на неизвестном вам языке. Калаки, Ба, Элиша, Сукив, Иеу, Сегу, Нимин, ну и так далее и тому подобное. Интересно, может быть мы научимся читать? Глотка смерти. Руны смерти. Дает руны смерти. Нахождение рядом с убитым врагом временно снижает получаемый урон. Ни один паладин не воплощал в себе принципы холодных ходоков лучше, чем Ганс Элихберт. Это был целеустремленный и жестокий солдат, лучший офицер кавалерии среди холодных ходоков в Дирвуде. Командиры использовали Ганса и его отряд так, как можно было бы использовать пушку. Верхом на могучих боевых конях, закованные в тяжелые доспехи, кавалеристы точечными атаками сминали ряды вражеской пехоты. Шлем Ганса был таким, что конники всегда могли разглядеть его сквозь пыль и кровь. Для тех же, кому хватало глупости или смелости встать у холодных ходоков на пути, этот страшный шлем стал знаком приближающейся смерти. Когда паладин наконец-то пал в битве, немногие оставшиеся живых враги отрубили ему голову. Если верить легендам, голова в шлеме продолжала реветь и выкрикивать приказы, призывая своих конников атаковать, а никого не оставлять живых. Голову Ганса закопали в безымянной могиле, тело оставили на растерзание воронам, а вот шлем еще продолжил свой путь по свету. Отрепанный в боях гримуар. Вот тут вот гримуар с заклинаниями. Ну, короче, понятно, в принципе. Переобучить персонажа можно. Я так понимаю, перекинуть навыки, что ли? Интересно. У торговца. Ну ладно, хорошо. Нгати прячет острые камни и ночных песках. Это шпион, я тебе точно говорю. Для шпиона более много шума. Королевская компания архипелага с кем только не работает. Да ну, это же дирвудский корабль. Для такого воображения требуется. Так, это стражники. Пираты, великаны, наводнения. Что я могу сделать? Я в этом участвовать не собираюсь. Так, где мы находимся? Фактория Порт-Марже. Рынок. Тюрьма. Поместье губернатора. Отмычка, рисовое вино. Так, а это не та ли девочка? Да, по-моему, она. Ладно, пока сейчас пробежимся по кругу, просто соберем всякое. Находясь на карте города, выберите ящик, чтобы перейти в портовую лавку и пополнить запасы на судне. Улица Горечья. Вот мы здесь находимся. Интересно, как мы так прошли сразу через весь город. Ну ладно, хорошо. Снабжение. Вот это вот можно выбрать. Еще какой-то вот город. Население 3206 человек. Религии, импорт, экспорт. То есть здесь еще есть такое даже. Губернаторство по назначению герцога, правитель, губернатор. Жак Кларион. Расы островные ОМУ, люди с океана и другое. Интересно. Ну, конечно, пока еще, ребята, у нас очень все плохо с изображением некоторого шрифта. Но я надеюсь, что ближайшими патчами в игре это все поправят. Не часто видишь одного из вас так далеко на севере. Простолюдин. Это не она все-таки, это простолюдин.
Да, поместье губернатора, ребят, такое, не маленькое. Меч ягоды. Вода. Меч ягода. Агат. И как все красиво прорисовано. Вторая часть ощутимо шагнула дальше по графике. Ну что ж, поговорим с губернатором. Стражники. Слуга. Кухня. Водка и пряности. Среди пустых тарелок и емкостей стоят ароматные приправы. Что-то вот можно украсть, что-то нельзя украсть, видите? Каракатица, чай капа, рисовое вино. Подпись под изображением поляны в лесу. Лоиса Кларио. Так. Здесь же нас никто не увидит, правильно? Правда, у нас еще нет вора, которому бы я позволил делать так. Правильно? Потрепанный с загнутыми уголками страниц учебник по языку Уана. Где русский корабль? И как он на плаву держится? Кларио ждет тебя внутри. Ну, ладно. Пускай он меня ждет. Ага, сюда нельзя подняться на второй этаж. Еще один стражник. Не стоит тут разгуливать. Лоиса. Я не знаю, что и думать об этих историях. Шагающий по острову гигант. Губернатор Кларио. А, да, вот и вы. Позвольте же мне, как губернатору города, представляющего интересы наших покровителей в Алианской торговой компании, поприветствовать вас в Порт-Маже. Он разводит руки в сдержанном жесте. Зоти, хотела бы сказать, что ваши чувства взаимны, но не люблю врать. Не волнуйтесь, я здесь только ради него. Она кивает в вашу сторону. Губернатор. Конечно. Вижу, вы уже, как всегда, в гуще событий. Кларио говорит вежливо, но в широкой улыбке, которую он демонстрирует, повернувшись к вам от Зоти, чувствуется напряжение. Прошу прощения за эту небольшую драму снаружи. Времена сейчас сложные, и люди часто болезненно реагируют на неуверенность в завтрашнем дне. У нас тут и буря, и пираты, и некоторые странные события, и мы немного на взводе. Он виновато разводит руками. Странные события? Несколько человек в Порт-Маже утверждают, что во время бури видели какого-то гиганта. Кларио кривит рот. Я бы назвал это пустыми выдумками, но если, конечно, в регионе не каждый колодец чем-то заражен, игнорировать это нельзя. С другой стороны, архипелаг полон подобных штук. Наверное, вы наслышаны. Это был не просто гигант, это был Эотас. Губернатор, понимающе приоткрывает рот и некоторое время вас изучает. Вам стоит поговорить с утренними звездами. У них много теорий про гиганта. Он роется в бумагах. Итак, ваш корабль. Вы же тут застряли. Судя по всему, вас неплохо потрепало. Поразительно, что вы живы. К сожалению, наши корабли не годятся для плавания. Мы сами уже столкнулись с пиратами, они немало транспортных судов захватили. А бури позаботились о тех, что стояли в гавани на причале.
Однако у меня есть возможное решение проблемы. Конечно, если вы готовы мне помочь. С радостью вам помогу. Великолепно. Ваше появление на нашем берегу – знак от самих богов. Я выставил дозорных в ожидании пиратских кораблей. Они наверняка захотят поживиться, пока город разрушен бурей. У нас хватает пушек, чтобы отразить их атаку, но для этого мне нужен каждый боец без исключений. На острове находится место, представляющее большую ценность для торговой компании. Вообще говоря, именно оно стало причиной нашего присутствия здесь. Вы имеете представление о торговле Сияющей Адрой? Я хранитель, я уже имел дело с Адрой. Правда? Как интересно. На мгновение Кларио отвлекается от разговора и так внимательно вас рассматривает, что вам становится не по себе. Знаете-ка, а в штабе с вами с удовольствием переговорят. Имейте это в виду. Он наконец-то прерывает свои размышления и жестом руки переводит тему. Ну, Сияющая Адра по сравнению с обычной, это как качественное вино по сравнению с... неважно. Суть в том, что это крайне мощный материал, пропитанный аурой. Его добывают только здесь, на архипелаге Мертвого Огня. И она весьма ценная. После очистки за нее предлагают значительные деньги. Торговая компания вложила немалые деньги и средства в поиск месторождений Адры, подходящих для ее добычи и обработки. Погодите, вы хотите сказать, что торгуете душами? Это слишком сильно сказано. Правильнее будет сказать энергией. Ничего общего с призывом духа вашей покойной бабушки. Кларио издает короткий смешок и слегка качает головой. Зоти, плетите небылицы, но правда одна. Боги сотрут вашу душу в прах за этот грех. Боюсь, мы останемся при своем мнении. У нас, и я надеюсь, вы понимаете, что подобные вопросы не терпят огласки, есть один такой аванпост на другой стороне острова. До недавних пор он приносил нам стабильную прибыль. Мы захотели улучшить процесс очистки и наняли для этого лучших специалистов-анимантов, которых затем привезли сюда. Но однажды вечером неожиданно началась буря, и мои разведчики начали докладывать о гиганте, который через весь остров шагал к месту наших раскопок. Как я должен это воспринимать? С тех пор мы не получили от Местре Адериси невесточки, как и от его помощников и рабочих. Я должен знать, что случилось. Если его работа потеряна, то все, ради чего мы трудились, под угрозой. И тут ваш выход. Вам нужен корабль, мне нужна информация. Помогите мне, и половина горожан займется ремонтом. Мы подлатаем ваш корабль, и можете плыть на все 4 стороны. У вас есть идеи, как это могло произойти? Зоти, я же вам говорила, что случилось, но вы меня не послушали. Мы могли подготовиться к разрушениям этого уровня. Но, что я знаю, я всего лишь жрица с вещами с нами. Кларио стискивает зубы, но в остальном пропускает тираду Зоти мимо ушей. Говорящие с бурей из племени Уана должны были защитить нас от ярости стихии. Я не представляю, что еще могло произойти. На острове есть дикие звери, но я не верю, что они бы напали на раскопки. И что будет, если я найду этого Адериси? Ну, возьмете у него отчет о ситуации и напомните, что он подписал контракт. И передайте ему мое глубочайшее облегчение, что он в здравии, разумеется. По острову бродит Иотас, а вы волнуетесь о каких-то исследованиях? Ну, если Иотас решит растоптать совет, может, я и найду для него время. Кларио резко вдыхает, похоже, удивившись всплеску своих эмоций. Ха-ха, не надо, прошу вас, не надо это повторять. У всех нас свои долги. Во что бы вы ни верили, можете проверить это лично. Я хочу именно этого. Хорошо. Джеларда, тогда по рукам. Я назначу стражу для вашего корабля. Место раскопок находится на востоке острова. Я обозначу их на вашей карте. Готово. Вы сделаете это для хранителя, но не для меня? Все ясно. Она скрещивает руки на груди с раздраженным фырканьем. Да,
И почему я только против стаи утренних звезд, рыскающих по моему адровому руднику в поисках своего потерянного божества? Кларио бросает в сторону Зоти короткий взгляд, полный недовольства. И еще, если вы найдете записи о Дерисе, знайте, они для меня очень важны. Хорошо. Добраться до ингвитанских раскопок. Так, ну, в принципе, где мы не были еще? На рынке и в таверне. Это все просто люди на моряки. Так, рынок. Фактория. Дом Ринка. Давайте в глаз Кракена сходим. Еще бочечку пропустили. Стражник, простолюдин. Можно попытаться украсть Торал. Так. Не часто увидишь одного из вас, это мы уже слышали. Команда уже вся издергалась. Может отпустить их во свояси? Мы-то все равно никуда сейчас не поплывем. Торал, прошу прощения, у нас нет свободных комнат. Крупный мужчина за стойкой смотрит на вас, угрюмо ухмыляясь. Это же твой корабль разбился к югу отсюда? Не знаю, можно ли назвать это везением, но, думаю, тебе нужно выпить. Он толкает к вам пинту мутного эля. Вы получили предмет эль. Откуда ты знаешь? Это не секрет. Ни один корабль не входил в порт с самой бури. И все же я вижу в таверне незнакомое лицо. А что насчет комнаты? Мы забиты под завязку. Много кто ищет кровь после того, как целый остров затопило. Он замолкает, внимательно изучая вас. Хотя, знаешь что? У меня есть одна комната. Она уже должна была освободиться, только вот гость не хочет ее освобождать. Одни проблемы от него и никаких денег. Капитан торгового судна Галиан. Я старался быть вежливым, но, кажется, он доброго отношения не понимает. Вот запасной ключ. Разберись с ним и его ребятами, и комната твоя. Я скидку сделаю. Он толкает ключ к вам. Интересно. А если он не захочет уходить? Ну, тогда он не так силен, как хвастает. Можешь стукнуть его пару раз, если до этого дойдет. Но я думаю, если ему пригрозить, он уйдет. Попробую что-нибудь сделать. Спасибо тебе. Как только ты от них избавишься, я попрошу кого-нибудь прибрать комнату. Думаю, они там все этим Элем залили. Нет, не надо его убивать, я не за это плачу. Просто выпроводи его оттуда. Он кивает и отворачивается. Так, и кажется, мы получили новое задание. Лучший из всех. Из-за шторма многие торговцы застряли в Порт-Маже. Так, впрочем, и владелец Торл готов предоставить мне кровь, если я вышвырну на улицу кое-кого из нынешних жильцов. Так, это такой небольшой квестик. Интересно, кстати, я люблю небольшие квесты. Ну, давайте сначала первый этаж осмотрим. Нет ли здесь кого-то еще, с кем можно поговорить? Барт, моряк. Якорь стоит, как местная достопримечательность. Повар. Может, с ним можно поговорить? Нет.
Открыта новая карта. За открытие карты дается Наргунд какой-то, смотрите. Что-то знакомое. О, новое лицо. Полагаю, тебе известно, что Наргунд – самый надежный и осторожный продавец в основном законных товаров. Ты ищешь что-то конкретное? В основном законных? Я честный купец, любезнейший. Но, признаюсь, некоторые из моих товаров имеют дурную репутацию. Беспричинно, конечно. Ведь это не мое дело, как покупатели станут использовать эти предметы. Покажи, что продаешь. Короче, воровские штуки. Белолист. Наркотики. И как-то листик напоминает, да, ребят? Белолист – это дурманное снадобье из травы, растущей по всему Дирвуду и Эйр-Глонфату. Местные сушат траву и курят, и это дает ощущение спокойствия и приятного забытия. На архипелаге Мертвого Огня белолист не растет, но благодаря притоку иноземных путешественников, колонистов и первопроходцев добыть его не составляет труда. Концентрация воля плюс 10, здоровье в основном плюс 1 каждые 3 секунды. Ну, отмычка, понятно, пока у нас достаточно отмычек, но так в будущем, конечно, если что, будем иметь в виду. Так, отпереть с помощью ключ. Ну, давайте сохранимся. Так, это он? Или нет? Не припомню, чтобы заказывал еще выпивки. Галя. Мне казалось, я эту штуку запер. Стоящий перед вами господин со стекленевшим взглядом выглядит так жалко, что вы понимаете, он недавно бросил пить. Он воняет, словно несколько дней промариновался в бочке для огурцов. Понимаешь ли? Да, я знаю, догадаться непросто. Двери так работают. Закрываешь их, и непрошенные гости остаются по ту сторону. Попробуй по дороге сюда не хлопать дверью. Голова раскалывается. Я пришел за арендной платой. Ой, ты у Торрелла на побегушках? Ну, нет у меня для него денег, и он это знает. Возвращайся завтра. А лучше передай, что я сам заскочу, когда деньги будут. Так. Ты... Так, можешь уйти отсюда на своих двоих, или тебя за щиколотки вытащат? Выбирай. Галян на мгновение усмехается, но что-то в выражении вашего лица быстро сбивает с него спесь. Он нервно почесывает свою бороду. Ладно, ладно, только не торопись. Мы уходим. Если Торл так хочет от нас избавиться, так тому и быть. Бару. Серьезно, Галян? И куда нам идти? Женщина Аумауа искоса смотрит на вас, но уходит вслед за ним. Ну, как видите, вот социальные навыки. Здесь, получается, наверное, будут отдельные задания для подобных социальных навыков. Овощи. Свев. Наркотик тоже, кстати. Восприятие плюс 5, продолжительность вредного воздействия минус 25. Невосприимчивость к воздействиям интеллект, восприятие, испуг на 180 секунд. Свев можно найти у поставщиков из валианских республик, в которых на это растение быстро растет спрос. Свев, который чаще всего жуют или вдыхают, известен за то, что вводит своих адептов в состояние близкое к бессознательному. Те, кто его использует, утверждают, что наркотик дает им чувство реальности и смысла, которые утрачиваются после ослабления эффектов. В более живописных описаниях говорится, что наркотик позволяет взглянуть внутрь себя и увидеть собственную душу. Захватим. Так, грунт понятно. Как это работает? Вдыхай, это несложно. О, наркоманы. Правда, они почему-то пьют. Ха, возможно, я ошибся. Так, ну а здесь что-то есть интересное? Дирвудский капитан. Надолго к нам? Меч ягода.
Жив? Надо чего? Комната свободна. Отлично. Я сейчас не могу позволить себе жильца, который не платит по счетам. Если об этом пошли слухи, все местные нищие уже толпились бы на моем крыльце. Можешь занять комнату, если хочешь. И вот плата за работу. Он толкает к вам кожаный кошелек. Вы получили 1200 меди. И мы получили уровень. Такс. Активные навыки. Здесь повышает уровень мощи свитков. Ладно, давайте пока атлетику, ничего не будем особо больше поднимать сильно. Так, дипломатия. Устрашение. Давайте устрашение поднимем на этот раз. Так. Ореол рвения. Дает 3 ореола паладина, каждый из которых исключителен. Сосредоточие дает точность, рывок дает резвость, выносливость дает класс защиты. Интересно, что это значит? Ну, будем разбираться. Оружие и щит. Так, бонус уклонения увеличивается. Вдохновляющий триумф. Когда паладин поражает врага, все союзники в непосредственной близости вдохновляются и получают временный бонус ко всем видам защиты. Паладин получает защиту от воздействий на решительность, силу и ловкость. Дает бонус к урону при использовании двуручного оружия. Оружие в одной руке. 2 оружия. Не знаю, нужно ли вот это нам. Но можно, в принципе, попробовать, посмотреть, как это работает. Ага, 2 способности. Тогда оружие и щит. Так. Эдер. Пускай будет знание улиц у Эдера. Так, тут... Ладно, давайте атлетику. Кстати, там просто навык есть от нее. Так, боевые стойки. Боевец развивает способность принимать различные стойки, каждая из которых оптимальна для своих условий боя. Защитная стойка помогает справиться с большими отрядами. Рассекающая стойка удобна, чтобы атаковать нескольких врагов сразу. Боевая стойка, чтобы лучше сражаться с одним врагом. В драку. Боец делает стремительный выпад, вытягивая врага на расстояние ближнего боя и нанося дробящий урон, вызывая ошеломление. Двуручное оружие. Уверенная техника. Делает руку бойца более твердой, в результате чего часть легких попаданий преобразуется в нормальные попадания, если используется знакомое оружие. Давайте пока вот так. Я, кстати, не уверен, что я буду ему прокачивать двуручное или одноручное, поэтому пока сделаем вот так. Так. Тайное знание, алхимия, дипломатия, история, религия. Помощь отряда. Так, ладно, давайте сначала здесь. В принципе, свитки ей полезны будут. Тайное знание. Или все-таки алхимия, потому что тайное знание у нас уже есть. А здесь история. Так, история черпает сведения из различных источников, так что нередко не встречаются фольклорные элементы. Проницательность. В разговоре не всегда просто сориентироваться. Прикольно. Так, религия. Ну, в принципе, логично, что религия. Так, первый уровень. Здесь уже все сделано. Святая мощь. Давайте смотреть. Вдохновение подготовки. Отталкивающая печать сбивает с ног наступающих врагов. Святая медитация.
Обеспечиваем вдохновение решительностью. Духовное оружие. Культовая проекция. Создает медленно движущуюся энергетическую проекцию веры жреца, возвращая здоровье союзникам и нанося врагам замораживающий урон. Кстати, неплохо. Столб веры, помните, в первой части был. Нанося дробящий урон цели, сбивая с ног цели врагов в области действия. Окружает одну цель защитной сферы, защищает урон и одновременно восстанавливает здоровье. А, она уже сделана, да? Или она уже есть? А, это 100% есть, я понял. Благословление. Дает вдохновение проницательности союзникам в области действия. Шипы осуждения. Так. В принципе, благословление, наверное, полезно будет. И святая мощь. Пока так. Из второго уровня даже не знаю. Нет. Давайте, наверное, благословение уберем. Вдохновление решительности. Решительность что дает? Концентрация из 6 секунд каждые 6 секунд. Почему нет ничего хилящего? Подготовка. Телосложение плюс 5. Вот. Телосложение плюс 5 это уже неплохо. Наверное. Вообще пока сложно разобраться, конечно. Но будем разбираться по ходу игры. Так. Осталось зайти только на рынок. И после этого будем смотреть на задания. Фанатичное сосредоточение. Рассекающая стойка. Можно прямо отсюда было на второй этаж зайти. Ну что ж, давайте зайдем на рынок, посмотрим, что у нас здесь. Хенрик. Здесь все чинно и культурно, но выйди за стены, Амико, и джунгли сожрут тебя живьем. Вначале надо подготовиться, да? Покажи мне, что ты продаешь. Мудрое и взвешенное решение. Так, ну у него просто боевые всяческие вещички. Ну, есть и интересные, конечно, вещи, которые стоят тонну денег. Деньги 0 в день, то есть мы еще можем получать какой-то пассивную прибыль, возможно, с крепости Каэднуа. Пояс рачевателя. Плюс носимое лечение плюс 10. Осколки мести. 5000 стоит дубинка. Припасы нам вообще надо в этой игре? По-моему, ну да, но не в таком виде, в котором в первой части было. Там просто были припасы и все. Так, ну что ж, вроде бы все. Ну, давайте в тюрьму еще зайдем ради интереса. И еще дом Ринка, кстати, да, точно. Не все мы еще исследовали. Савия. Да? Чем я могу помочь? После этого вялого приветствия командир дозора поднимает на вас глаза, и вы замечаете темный синяк под ее глазом. Что с тобой случилось? Что случилось? Я была слишком терпелива и уважительна с пьяным идиотом, а он напал на меня без предупреждения. Риджера Випивоха. Сентьера, Савия. Я целился в смазливое личико Дарма. Ты что-то хочешь? Как дела у жителей Порт-Маже? Жертв во время бури не было, но многие дома повреждены. А еще люди напуганы слухами об этом гиганте. Кругом хаос, но все могло быть куда хуже. Как-то мало у вас стражи. Мы на пределе. Говорящая с бурей очень нам помогла, но большую часть города затопила. Теперь у нас толпа бездомных граждан и пострадавших купцов. Я уж молчу о сектантах. Савия бросает взгляд на Зоти, но ничего не говорит. А на улице Горечи ребятки и Ларри устроили бедлам.
Его банда грабит дома и лавки, а этот Бацо ведет себя как принц. Риджеру Пивоха. Тебе повезло, что я здесь. Я предлагаю свои скромные услуги. Выпусти меня, я принесу тебе зубы этого Илари. Заткнись, Риджера. Я могу поговорить с этим Илари. Кве? Не то чтобы я против, но ты здесь недавно, и я слышала не по своей воле. Зачем тебе помогать мне? Я многое потерял во время бури, хочу помочь. Вот бы и другие думали, как ты. Возможно, тогда я смогла бы наконец выспаться. Улица Горечи находится в западной части города. Просто иди, пока не увидишь воду. Бойня нам не нужна, уверена, все можно решить мирным путем. Очень надеюсь, что ты так и поступишь. Так. Восстановление порядка. Отправиться на улицу Горечи в западной части города. Стеганая шапка, ром. Западная часть города, если не ошибаюсь. Это нам нужно вот сюда. Да. Улица Горечи. Из пункта вы соберетесь за 1 час 9 минут. В переулках Порт-Мажем повсюду видны следы прошедшей бури. На многих домах красуются треснутые рамы и побитые навесы, а часть улочек завалена листвой и какими-то обломками. Булыжники под ногами скользкие от воды и налипшего ила. Очень скоро вы уже ступаете по неверным камням мостовой по щиколотку в грязи. Впереди дело еще хуже. Вода поднимается уже до колен. Большинство местных покинули этот район до лучших времен. Очень скоро вы уже так. Однако впереди слышны голоса и плеск воды. Как видно, вы все же здесь не одни. Так. Не дайте ему уйти, нам не нужны свидетели. Пару рабочий. Кажется, у меня проблемы со зрением. Как бы усердно я ни старался, в этой тьме не могу разглядеть ничего, кроме смутных огней. А вот ты просто ослепляешь. Что последнее ты помнишь? Боль. Я согласился помочь одной торговке поднести ее пожитки. А потом явились какие-то бандиты. Они долго избивали меня, поэтому я перестал видеть. Прости, но ты мертв. Идем со мной, я помогу тебе. Мертв? Но это же ужасно. Дух вздыхает, подрагивая призрачными плечами. Позволь мне облегчить его страдания, говорит Зоти. Зоти печально смотрит на вас и начинает помахивать фонарем перед несчастной душой. Так. Задача обновлена. Осталось найти Илари. Так. Так. В путешествиях вам будут попадаться скрытые объекты. Способность персонажа их замечать зависит от развития восприятия. Вот, скрытый объект, надо запомнить.
Все. Справились с этими ребятами. Валянская одежда, свежие фрукты, стилет, капюшон, набивной доспех, охотничий лук. Кстати, а у нас случайно Эдер не умеет стрелять? Я вот не помню. Знакомое оружие. Средний щит, сабля и без оружия. Ладно. Так, давайте посмотрим на ведерко. Ведерко — защитные амулеты от аса. Темный час перед рассветом. Восприятие +1. Способность включается, когда персонаж при смерти. Дает темный час перед рассветом. Постепенно восстанавливает здоровье, снижая получаемый урон при статусе при смерти. На этой небольшой камее вырезан символ 3 звезд. Она сильно потерта с одной стороны. Должно быть, ее часто сжимали в руке во время жаркой молитвы. Где она? Вот она. Короче, личные предметы — это просто рюкзак. И все. Аркебуза, набивной доспех, капюшон и серебряный лющ. Варианская монета. Боюсь, тут тоже придется менять монеты. Так, сюда не нужно. Может, он в каком-то из домов? Вот еще призрак. Только бесконечный серый туман. Мне сулили не такую жизнь после смерти. Возможно, все еще впереди. Похоже, ты хорошо знаешь, куда идти. Душа складывает на груди прозрачные руки. Хранитель, ты же говоришь с потерянной душой, верно? Давай я быстренько разожгу для нее огонь. Зоди с нездоровым энтузиазмом встряхивает фонарем, втягивая в него душу. Так, а раньше я что-то другое делал. Один из ваших спутников хочет с вами поговорить. Чтобы завести разговор, выберите нужного персонажа и щелкните на панели способностей. Давайте с ним поговорим. Мой фонарь становится тяжелее. Используя его, я практически слышу голоса душ. Как ты себя чувствуешь? Так и продолжают сниться кошмары? Да, в последнее время я видела тебя в них. Ты прошел через бездну океана, но не утонул. А в своей руке ты сжимал ключ к кончине Эоры. Ее глаза свирепо вспыхивают. Я видела, как звезды венком украшают чело статуи, как души текут, словно слезы, по сверкающей адре. А потом мой бог направился в сердце бури, где он мог найти тьму. О чем думаешь? Разве жрица можно столько ругаться? Не, она широко ухмыляется. Но я всегда была немного непослушной. Я стараюсь не перегибать палку. Мама как-то поймала меня за поцелуями в черной ягоде. Ах, да, и еще я не могу без драк. Но это все. И по-настоящему плохие слова я не использую. Она беспомощно проводит серпом. Иногда чувства прямо бьют из меня фонтаном. Такая проклятая напасть. Эдер согласно кивает. Так. Что думаешь об Атасе? Ты имеешь в виду во время войны Святого или уже после его смерти? Ладно, потом поговорим. Так. Не то сами хозяева, не то неизвестные бандиты забрали из дома все стоящее. На поверхности воды все еще держится какой-то мусор. А вот и Ларри. Ты верно долго плутал, чтобы сюда зайти, Амико.
Юный эльф ловко опускает руку к поясу на рукоять пистолета. Он, не мигая, смотрит на вас, и на его губах играет тончайшая, еле заметная усмешка. Что ты тут делаешь? Экоси? Вообще-то это моя улица, и какой-то дождик этого не изменит. Наша говорящая с бурей этой улицы не слишком-то интересуется. Он топает ногой по луже, разбрызгивая воду. Мы с ребятами приглядываем, чтобы тут было спокойно, ну а местные нам за это приплачивают. Да, здесь осталось только то, что никто с собой не забрал. Меня прислала Савия, мародерство должно прекратиться. Илари фыркает, морща нос, и смотрит на вас, явно ожидая какого-то продолжения. Затем он запрокидывает голову и неприятно гогочет. Мерла! Как видно, она отчаялась. Но не настолько, чтобы прийти ко мне лично, пасть передо мной на колени и молить о пощаде. Она прислала тебя? Нет, таков мой ответ. Я получаю свою долю и не вижу причин что-то менять. Дипломатия. Выручи Сави, и она будет у тебя в долгу. В долгу? Мерла, пригласить ее что ли на ужин? Илари посмеивается, но неожиданно хмурится и почесывает подбородок. Решено. Я согласен. Бон пьяччо. Командирша в должниках мне не помешает. Передай Савии, что все это временно. Как только вода уйдет, все прекратится. Я всем сообщу. С сегодняшнего дня Горечи находится под защитой закона. Забавно, конечно. Уговорить получается... Да, в общем-то, очень забавно. Говорить, заключить договор разбойника, так, тюрьма. Кстати, смотрите, можно определенному пункту сразу подойти, очень круто. Вот, прям видно, что ребята заморачивались с интерфейсом, да, со всеми делами. Савия. Стараешься не ввязываться в неприятности? Шучу. Что такое? Я убедил Илари организовать на Горечи патрули. Белфетто. Он тот еще мелкий проходимец Энны. Но ленивый жутко. Думаю, больше проблем он нам не доставит. Пусть пока занимается этим. Разберусь с ним позже. Итак, небольшую часть Порт-Маже мы уже контролируем. Неплохое начало. На, держи. Это тебе за хлопоты. Будь у меня хотя бы 10 таких, как ты, мы бы за неделю привели Порт-Маже в порядок. Так, мы получили медь и опыт за задание. Отлично, выполнили. В принципе, пока очень круто, ребята, очень круто. Как ваши впечатления? Вот интересно услышать, скажите. Возможно, вы начали играть, да, либо же... Вы смотрите прохождение, да, не играя. Вот, будет интересно услышать. Но на сегодня, к сожалению, это уже все, потому что время подошло к концу. Поэтому мы будем продолжать прохождение уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ребят, ставьте лайки под видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. И до следующей серии.